Так, добрый день, друзья! Мы с вами начинаем первую лекцию, посвященную шаблону проектирования. И сегодня мы с вами рассмотрим шаблон проектирования, который называется контейнер свойств. Это фундаментальный шаблон. И давайте посмотрим, в чем же его суть, этого шаблона. Служит он в первую очередь для обеспечения возможности значительного расширения свойств для построения и уже, наверное, развернутого приложения. Да, то есть, что это значит? Да? То есть у вас есть уже готовое большое приложение с готовыми написанными и стабильными объектами, классами, и вам нужно расширить свойства какого-то объекта. Например, у вас есть объект, который имеет свойства материала, длины, ширины, высоты, типа, поставщика и так далее. Да, то есть это могут быть любые объекты в вашем приложении. Или, например, другой классический пример, который приводится в различных источниках по описанию данного шаблона проектирования, это, например, использование, хранение и классификация информации для приложений заказов фильмов. То есть при разработке класса, представляющего фильм, при разработке и запуске приложения невозможно присмотреть все возможные свойства такого объекта, как фильм. Да? То есть есть описание фильма, есть его длина фильма, есть актеры и так далее. Заложить изначально в объект все имеющиеся свойства невозможно. Поэтому класс фильма при необходимости в любой момент может расширяться дополнительными свойствами. Для этого требуется пересматривать всевозможные механизмы расширения свойств перед выпуском новой версии данного приложения, что, естественно, затрудняет разработку. Как решать такие проблемы? Для этого как раз существует создан и придуман шаблон проектирования как контейнер свойств. Контейнер свойств – это некий каркас классов, который представляет механизм для динамического расширения объектов, имеющихся, в первую очередь, объектов, дополнительными атрибутами во время выполнения. Кроме того, приложения могут потребоваться еще и модули различные, которые являются всевозможным образом используют преимущество нового свойства, если оно было добавлено. Давайте посмотрим структуру, из чего состоит наш пример. Итак, мы говорили о том, что у нас есть объект класса, в данном случае это Movie Implementation, который имеет два метода установки и получения наименования, в данном случае фильма. И в базовом примере, в базовой реализации у нас будет реализовывать интерфейс, который также содержит два метода setTitle и getTitle. Вот он у нас. И давайте мы с вами перейдем к примеру кода, чтобы просто уже на реальном примере понимать, о чем идет речь. Итак, для демонстрации примеров и работы шаблонов проектирования я буду использовать окружение на докере. У меня сейчас поднято окружение с PHP 7.4. И для того, чтобы можно было быстро и легко сгенерировать нужные нам классы и показать примеры, я буду просто генерить юнит-тесты с помощью Artisan, Laravel. Если вы не знаете, что это такое, это просто команда, которая позволяет быстро создавать шаблоны для юнит-тестов. Итак, давайте с вами создадим первый пример. То есть нас интересует как раз наш шаблон проектирования контейнер свойств, и назовем его Property Container Test. Так, скрипт отработал. У нас появился первый шаблон для запуска тестов. Тут мы потрем. И давайте создадим класс, который, я уже подготовил его, класс, который называется Movie. Мы с вами говорили про пример с фильмом. В данном случае у нас есть класс Movie Implementation, который реализует объект, который описывает объект фильма. И у него есть название Title. И давайте создадим сразу интерфейс, который будет описывать, что можно сделать с этим объектом. Назовем его iMovie.
Так, это у нас интерфейс. И мы говорили о том, что данный интерфейс может реализовать, должен точнее реализовать описать два метода. Это метод получения наименования и так, да, конечно же, интерфейс и метод установки наименования, в данном случае это или title, да. Итак, мы имеем два метода, которые описывают интерфейс iMovie. Это получение наименования и установки наименования фильма. Данный интерфейс имплементируется, реализовывается классом Movie Implementation, который описывает, если говорить о реальный объект, то есть в реальной жизни это некий фильм. Итак, iMovie. Окей. Да, мы говорим о том, что данный наш класс должен реализовать два метода. Метод получения наименования и установки. Пишем, да, то есть в данном случае это метод получения наименования. Return this title. Установки наименования фильма. Итак, теперь давайте мы с вами реализуем интерфейс контейнера свойств, который будет что делать? Он будет описывать те методы, которые позволят нам расширить наш объект фильма до, в принципе, неисчерпаемого количества свойств. Для любого количества свойств, которые нам потребуются. Для начала нам необходимо будет реализовать интерфейс, который назовем мы Property Container. Property Container. Это у нас интерфейс. И он должен описать в нашем случае методы установки свойства, public function setProperty. Тут у нас будет два аргумента для метода, значит, property name и значит property value, значение для свойства. Так, значит, это раз метод, то есть метод установки значения. Второй метод — это получение по наименованию свойства, его значения. GetProperty. Возвращаемый тип у нас string будет. И аргумент данного метода — это наименование, property name, наименование свойства объекта. Какие еще методы могут понадобиться? Ну, если вы, например, захотите получить список всех установленных свойств, вы можете в данном интерфейсе описать обязательную реализацию классом, имплементирующим данный интерфейс, метода получения всего списка наименований свойств. Также можно реализовать метод удаления свойства, если вам это, конечно, нужно в вашем приложении. Итак, мы на простом примере видим, что мы реализовали интерфейс Property Container, который будет имплементировать у нас сам класс, который реализует шаблон
контейнер свойств. Давайте его и создадим. Назовем его property container. И данный класс он у нас имплементирует или простыми словами реализует интерфейс iPropertyContainer. И в данном случае мы описываем с вами методы для получения нужных нам, для установки и получения нужных нам свойств. Так как этот шаблон должен реализовать механизм, который позволит всем классам, которые будут расширять или использовать данный контейнер, реализовать любое количество свойств, то мы создаем для этого некую приватную переменную, которую назовем properties. И это у нас будет, в нашем примере это будет массив. Вы же можете использовать удобные вам типы для хранения этих свойств. То есть properties в нашем примере это свойства, расширяемые свойства. Да? Если мы говорим про пример для расширения свойств объектов нашего приложения, то это расширяемые свойства. И реализуем методы для расширения данных свойств. В случае с установкой какого-то свойства мы устанавливаем его в наше хранилище, которое называется properties. Properties name будет равняться properties value. И возвращаем установленное значение по наименованию этого свойства. Итак, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем реализацию, простую реализацию шаблона контейнера свойств, который устанавливает свойства и получает свойства. Как теперь использовать данный шаблон проектирования в вашем приложении, вашими классами? Итак, ранее мы с вами создавали некий псевдокласс, который реализует объект фильм. И мы хотим расширить существующее свойство наименования title до, например, там description, да, или для продолжительности, для списка актеров и так далее. Что же нам потребуется? Мы с вами наследуем наш Movie Implementation от контейнера свойств, Property Container. Итак, пишем extends Property Container. И что же получаем? Мы с вами получаем, что теперь наш объект Movie Implementation можно расширить до необходимого количества свойств. Каким образом? Давайте вернемся в наш тест и реализуем шаблон проектирования контейнер свойств на нашем простом примере. Итак, у нас есть с вами фильм, movie, new, movie implementation. Это объект фильма. И установим ему title, то есть наименование фильма. Наш новый фильм. Проверим. Так, сделаем небольшой тест. Данная команда она запускает проверку на соответствие условия, которые мы с вами здесь впишем. В данном случае мы хотим проверить, что объект movie имеет наименование установленное, и оно равно тому наименованию, которое мы до этого установили, то есть наш новый фильм. Окей. И мы хотим проверить, что наш контейнер свойств, который мы только что расширили путем наследования наш объект Movie Implementation, позволяет нам расширять наш объект
свойства нашего объекта до нужного количества. Давайте добавим, как мы ранее озвучивали, новое какое-нибудь свойство, которое будет называться у нас description. И вставим на какое-то описание. Очень хороший фильм про разработчиков. Так, для примера. И, допустим, мы хотим вставить туда актеров. Actors. Да, указать акторов. Это будет некий массив, который будет у нас просто перечислять каких-то актеров. Брэд Питт. И в данном случае наша имплементация была реализована таким образом, что свойство у нас может быть только строкой. Ну, давайте так и оставим, не будем тогда знать. В принципе, мы можем переписать на то, чтобы это можно было указать любой тип. Например, массив. Ну, давайте оставим Брэд Питт. И проверим, что наш объект расширил свои свойства до этих значений. То есть мы в любом месте можем получить property, например, description, и оно действительно равно установленному значению. Ну, в случае очень хороший фильм про разработчиков. И проверим второй. Что актер там Брэд Питт. Так. Вот такие вот у нас тестовые проверки и вот такая вот реализация шаблона проектирования контейнер свойств. Давайте проверим, что действительно все работает как и планировалось, как мы этого и хотели. Значит, запускаем тест property container test. И что с вами видим? Ага, с вами видим, что метод getProperty must be of type string. Так, проверим, что у нас там. Ага, просто он должен возвращать у нас строку. Давайте еще раз запускаем. И видим, что тесты прошли успешно. То есть в нашем примере мы с вами реализовали и расширили свойства нашего объекта movie. В этом и суть шаблона проектирования контейнер свойств. Итак, давайте с вами повторим шаги реализации шаблона. Сначала нам необходимо было определить интерфейс контейнер свойства и метод работы со свойствами, то есть установка свойств и получение свойств. Дальше реализовать класс, имплементирующий метод интерфейс контейнера свойств, то есть непосредственно класс, который позволит нам расширять свойства наших объектов. Далее определить интерфейс расширения свойств для вашего объекта, который должен наследовать интерфейс контейнера свойств и интерфейс изначального объекта. Что это за интерфейс? В нашем примере мы с вами не рассматривали его, но мы его озвучивали, да, то есть, что я имею в виду? Тут я уже подготовил такой класс, да, он интерфейс, который назвал extendMovie, и мы с вами помним, что PHP не реализует множественное наследование классов, но зато он поддерживает множественное наследование интерфейсов. В данном случае мы создаем с вами расширенный интерфейс extendMovie, который наследует iMovie, то есть интерфейс нашего объекта, и интерфейс property container, то есть интерфейс, реализующий метод расширения наших свойств. И данный интерфейс мы можем использовать, имплементировать нашим непосредственно объектом, нашим классом для реализации функционала расширения работы с методами.
Но в данном случае мы не будем сейчас рассматривать именно реализацию расширенных нами свойств, а мы с вами говорили, что можно реализовывать такие методы, как удаление свойств, получение всего списка свойств. Вот. Итак, следующий шаг, который необходимо реализовать, это ваш объект, то есть в данном случае наш movie, должен наследовать класс контейнер свойств и реализовать все необходимые методы для расширения. Итак, какие преимущества данного можно выделить для данного шаблона проектирования? Ну, во-первых, он позволяет легко и быстро придать вашему приложению способность изменять процесс своего жизненного цикла, тем самым расширяя свойства данного вашего объекта. Он хорошо подходит для определенных типов приложений, в частности для реализации возможностей иерархии вложений. В некоторых случаях нельзя без данного шаблона инкапсулировать данные в объекте при динамическом расширении его свойств, что влияет на безопасность и надежность вашего приложения. Это основные преимущества. Какие из недостатков, какие недостатки можно выделить? Ну, теряется, наверное, строгая типизация. То есть, да, понятное дело, что если мы хотим сделать универсальный метод для установки и получения свойств, то указать строгую типизацию не получится, ну, либо реализовывать несколько методов для каждого типа данных. Интерфейс класса не полностью описывает содержание, и, возможно, потребует модифицировать интерфейс взаимодействия с классом, чтобы реализовать преимущества, полученные от добавления новых атрибутов. Ну, это правда, да. И использование контейнер-свойств увеличивает сложность системы, выносит накладные расходы на потребление памяти приложением, частично снижает быстродействие при работе. По поводу связи с другими шаблонами проектирования. Контейнер свойства часто связан в реализации шаблонами проектирования инверсии управления и внедрения зависимостей. На данном уроке мы не будем подробно рассматривать каким образом, но, как показывает практика, они часто взаимодействуют вместе. Итак, на сегодняшней лекции мы с вами рассмотрели шаблон проектирования контейнер свойств, который отвечает за динамическое расширение свойств объектов вашего текущего приложения. Спасибо, увидимся на следующей лекции.